Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. В этом видео хочу поделиться, как делала для цветочной композиции подставку, в основе которой две деревянные фоторамки. Эти рамки для фото размером 20 на 20 сантиметров. Рамочки разбираю. Стекло и подложка больше не понадобятся. Также убираю металлические держатели. В одной рамочке разъединяю планки в одном углу. Так как мои рамки не склеены, а соединены металлическими скобами, то просто выбиваю часть багета из угла. А затем в полученный проем завожу вторую рамочку. Получается две соединенные, если можно так сказать, в кольцо между собой рамки. И в разобранной рамке вновь соединяю угол. Получается вот так. Для плотного и красивого соединения двух рамочек, и так как я задумала, нужно убрать часть выступающего участка рамки. Этот участок располагается ровно посередине багета. Его я убираю с помощью пилки и стамески. Сначала пропиливаю паз на нужную глубину, а затем стамеской выбираю участок. Точно такой же паз делаю и на второй рамке, но только на противоположной стороне. Рамочки соединяю крест-накрест, вставляю друг в друга в пазы, а затем в нижней части скрепляю их шурупом. Это две деревянные бусины диаметрами 1,5 и 2 сантиметра. В той, что поменьше, сквозное отверстие, а в большей отверстий нет, но я сделала в ней небольшое несквозное отверстие, чтобы затем было легче вкрутить шуруп. Сначала вкручиваю длинный шуруп, а затем насаживаю на него бусины. Получилась вот такая конструкция. В нижней части я буду делать ножки. Взяла вот такие две деревянные фигурки. Снизу каждой просверлила небольшое отверстие. Эти ножки будут прикручиваться по краям рамки, вот здесь. Сначала наживляю шурупы, а затем прикручиваю ножки. Так как рамочки расположены на разной высоте, то и ножки для них будут разными.
Для второй рамочки я подобрала деревянные бусины такого размера, чтобы готовая подставка на них не шаталась. Бусины прикручиваю. В качестве площадки, на которой и будет располагаться цветочная композиция, использую еще одну деревянную фоторамку. Она для фото размером 10 на 10 сантиметров. С рамочки убираю стекло и подставку, а подложку возвращаю на место. Чтобы рамка легла на подготовленную конструкцию, нужно под нее выбрать паз. Делаю это с помощью той же пилки и стамески и тем же способом, что и раньше. Только длина паза будет равна длине стороны маленькой фоторамки. Место соединения смазываю столярным клеем и вставляю рамочку на место. Зажимаю струбцинами и оставляю клей высохнуть. Готовую подставку покрываю акриловым прозрачным лаком. На такой подставочке можно разместить композицию из искусственных цветов. И для ее основы я беру декоративный шар и разрезаю его пополам. Приклеиваю полусферу на основание, на которой и будут крепиться цветы и веточки. Цветы и зелень я делала из фоамирана, но в этом видео процесс их создания показывать не буду, так как вы можете использовать любые другие цветы и веточки, доступные вам. В композицию еще добавила искусственные ягодки. Если вам понравилось, поддержите меня лайком, а мне будет приятно. Спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.